И всех приветствую, дорогие друзья, на канале Paymaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас на следующую новостную неделю по таким играм, как Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator. Сегодня мы рады поделиться с вами еще одной отчетной из одной из наших исследовательских поездок. Этот блог посвящен путешествию картографов из Канзаса Патрика Седлона, картографа Павла Джен, Илоны Си, Елены Икс и 2D-художницы Энни Ви по США в начале этого года. Целью их поездки был сбор ссылок и информации для предстоящего Канзас DLC, а также вдохновение для подготовки к будущим проектам. Однако, пожалуй, имейте в виду, что информация и медиа, предоставленные здесь, не подтверждают, что будет включена наше предстоящее дополнение. Проехав 10 500 километров за 17 дней, команда посетила 20 различных штатов США. У каждого члена команды была своя цель для поездки. Целью разработчиков карт было испытание вождения по дорогам США, которые, конечно, совершенно отличаются от наших дорог в Европе, рассказал нам Патрик. Целью Эннио было увидеть и прочувствовать типичную американскую инфографику, рекламные щиты, логотипы, бренды и так далее. Как вы можете себе представить, эти поездки оказались ценным опытом для наших команд в придании реалистичного внешнего вида нашим проектам ЭТС. Для меня лучшей частью поездки в Америку была поездка туда на машине. Елена объясняет там то, что увидел больше наши игроки с точки зрения водителя. Действительно изменил мой взгляд на то, что добавляют на нашу карту. А что нет, во время движения по этому же маршруту, что и у нас в игре, я заметила вещи, которые иначе бы не заметил. Ощущения от дороги также сильно отличаются от наших дорог в Европе. Все здесь более главное и просторное. Еще одна вещь, которая мне действительно понравилась, это маленькие городки, которые мы видели по всем штатам. В каждом была своя атмосфера, и посетить некоторые из них было поистине волшебно. Было здорово увидеть природу, дороги и их изгибы, просторы штатов и городов. Здесь совсем другая атмосфера по сравнению с Европой. И я думаю, что увидев все это собственными глазами, мы сможем помочь нам создать лучшую игру для наших игроков. Команда провела довольно много дней в Канзасе, исследуя различные города вдоль межштатной автомагистрали 70, такие как Колби, Хейтс, Топека и, конечно же, Канзас-Сити. Они также посетили такие города, как Уичито, Хатчинсон и Эмпориумия, чтобы убедиться, что мы замечатели гениальные локусы этого региона. Самое замечательное в нашей поездке в Канзас заключается в том, что как разработчики карт мы смогли побывать в местах, которые будем создавать в нашей игре. Павел Джей рассказывает нам в нашем предстоящем дополнении «Я отвечаю за Топеку, столицу Канзаса». Что было бы замечательно в этой поездке, так это что я смог увидеть Топику своими глазами, а затем построить ее виртуально. Это дало мне совершенно другой подход и помогло понять, что действительно важно и из чего хотели бы игроки. Однако мне жаль, что у нас есть ограничения, я не смог сделать город таким большим, как хотелось бы сообществу. Больше всего в этом штате мне понравилась Канзас-Сити, которую я имел честь посетить. Теперь я просто надеюсь совсем посетить США, хотя Канзас может казаться кому-то скучным, но в нем все еще есть свое очарование. Было здорово получить возможность открыть для себя красоту и разнообразие, которое можно найти в этой части Соединенных Штатов. Илона делится Канзас, известный как штат Подсолнух. Удивил меня своими разнообразными ландшафтами, извилистыми дорогами множество фирм, которые доминируют в этом районе. Хотя мы увидели всего несколько полей подсолнечника, было ясно, что этот цветок играет значительную роль в ландшафте. В западной части штата преобладают обширные поля кукурузы и пшеницы, создающие захватывающий вид на бесконечные равнины, которые можно предложить Канзас. Мы также проехали мимо многих семейных фирм, а также крупных коммерческих фирм, где выращивают кукурузу и другие зерновые культуры. Эти фирмы являются важным элементом местной экономики и культуры, и их присутствие придают Канзасу уникальный характер. Поскольку за короткий промежуток времени можно было так много увидеть, команда позаботилась о том, чтобы сделать множество справочных снимков и видеороликов для команды в офисах. Мы взяли с собой много видео и звукового оборудования, рассказывает нам Патрик. Мы используем 360-градусную камеру, установленную на крыше автомобиля, чтобы позволило нам записать наш собственный вид улицы, который наши коллеги могут наблюдать в виртуальной реальности. Это позволяет им увидеть размер области, просто позволив им посидеть с нами в офисе и посмотреть материал, который мы записали.
Однако Канзас был не единственным пунктом назначения для команды. У нас была возможность увидеть многие штаты всего за 15 дней. Так что теперь у нас есть отличное сравнение каждого из них, зная, что характерно для того или иного местоположения. Патрик объясняет, уделяя особое внимание Канзасу и одному штату, который будет объявлен в ближайшее время, и следите за объявлениями. Мы обнаружили, что настроение и великих равнин по своему интересу. По пути мы сделали много заметок и теперь готовы внедрить их в игру. Звуки сверчков, которые мы услышали, записали в Канзасе. Готовы к выписку вместе с дополнением с внедрением некоторых других элементов. Нужно еще немного подождать, но мы усердно работаем над тем, чтобы ощущения были как ближе к тому, что мы используем в себе. В это грандиозное путешествие эта конкретная команда отправилась из Денвера, штат Колорадо, и далее через штат Вайоминг, Южная Дакота, Небраска, Колорадо, Канзас, где они провели несколько дней, изучая сельскохозяйственный характер штата. Из Канзаса они направились в Чикаго, но с небольшими подработками в Миссури, Теннесси, Арканзасе, Оклахоме, Луизиане, Миссисипи, Алабама, Флориде, Джорджии, Кентукки, Индиане и Огайо. Фух, что за поездка? Мы теперь имеем возможность поделиться тем, как эта исследовательская поездка превращается в наше виртуальное путешествие по штатам в будущем. А пока мы надеемся, вам понравится этот небольшой отчет о нашей поездке в Штаты. Обязательно добавьте Канзас в свой список по желанию Steam. На следующую рады продолжать в том же духе. Ссылочка на данное DLC находится в описании данного видеоролика. Сегодня мы рады объявить, что USA 50, соединяющий Сакраменто и Карсон-Сити, будет включен в третий этап нашей калифорнийской переделки. Это крупное шоссе восток-запад станет одним из новых маршрутов, по которым вы сможете путешествовать. Давайте подробнее рассмотрим переделанную работу, не так ли? Много из вас, возможно, знакомы с этой исторической крупной магистралью, протянувшейся от побережья до побережья и пересекающей среднюю часть 48-й неизменности Америки. USA 50 по праву заслужила свой легендарный статус, и, естественно, наша команда не могла обойтись без добавления этой знаменитой магистрали на данный момент переделки. Поскольку большая часть наших переделок состоит из удаления старых районов и перестройки дорожной сети, городов и многого другого с нуля, мы смогли создать и включить дополнительные детали и маршруты, которые ранее были доступны из-за ограничений. Как и на всех предыдущих этапах доработки, мы также улучшили качество областей, чтобы они соответствовали качеству недавно выпущенного дополнения DLC. Трасса USA 50 в Калифорнии будет проходить через множество различных населенных пунктов, такие как Плейсервиль и Тахо-Велли. Водители также могут ожидать, что эти участки шоссе тоже будут очень живописными, с участками, проходящими через горы и холмы. На этом маршруте водители грузовиков также будут подвергаться проверкам на одном из сельскохозяйственных контрольно-пропускных пунктов штата. Эти специальные станции являются первой линией обороны в борьбе с вредителями. Все водители, перевозящие товар в штате, должны будут пройти специальные проверки на контрольно-пропускном пункте, где транспортные средства проверяются по наличию товаров, которые могут быть зараженными инвазивными видами и неправильностью документации на их груз. Фаза 3 калифорнийские переделок и текущий проект, который будет предоставляться в виде бесплатного обновления всем владельцам American Truck Simulator. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться новыми новостями о нашей работе в будущем. Поскольку мы продолжаем продвигаться в этом замечательном ремонте Калифорнии, с нетерпением ждем поездки по USA 50. Дайте нам знать в комментариях ниже, до тех пор продолжайте ездить на грузовиках. В огромном мире American Truck Simulator началось новое сотрудничество с логистическим гигантом ARC Beast, ABF. АТС улучшает игру, включая ливрированную трейлера ARC Beast, AVE, в качестве мода в Steam Workshop, созданный нашим автомобильным отделом в тесном сотрудничестве команды ARC Beast. Теперь в путешествии по виртуальным магистралям вы сможете продемонстрировать ту же отличную ливрированную, которую ARC Beast используется в реальном мире. Это захватывающий опыт не только добавляет реалистичность, но и отдает данное уважение логистическому гиганту, известному своими комплексными расширениями в области грузоперевозок. Сотрудничество подобному этому может оказаться реально положительным влиянием на отрасль грузоперевозок. В прошлом включенные компании сообщали о положительных откликах, а один из наших последних партнеров принял около 40 заявок на работу благодаря компании АТС.
Связь между игроками и потенциально рабочими местами в автомобильной промышленности реальна. И без такого Wares играет важную роль в освещении интересной стороны карьеры в сфере грузоперевозок и логистики. Мы надеемся, вам понравилось это новое дополнение к American Truck Simulator. Также не забудьте подписываться на наш Twitter, Instagram, Facebook, TikTok и быть в курсе последних новостей. Ссылочка на саму игру находится тоже в описании данного видеоролика. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Приготовьтесь к захватывающим поездкам, готовящимся к выпуску Kansas DLC для American Truck Simulator, в котором представлены 3 выдающихся города в центре штата Подсолнух. Мы рады представить вам дополнительную информацию о топике Уичито и Канзас-Сити, которые являются одними из самых важных населенных пунктов Канзаса. Вичета находится в центре внимания, оживленный город, где ваши приключения с грузовиками становятся реальностью. Познакомьтесь с деятельностью Iris Teams, ключевого игрока в авиастроении. Насладитесь прекрасным видом на центре города Уичито, любуясь такими достопримечательностями, как арена и Trust Bank, Epic Center или Douglas Place. 250. Доставьте грузов в 2 оживленных промышленные зоны. Аэропорт Эйнзехауэр на личном реактивном самолете и прокатитесь по уникальному каналу, пересекающему шоссе, сочетание с промышленностью и городской атмосферой. Вичеты обещать незабываемое путешествие. Приготовьтесь к уникальному приключению с грузовиками в Канзас-Сити, который разделен между Канзасом и Миссури. Дальнобойщики проедут по канзасской стороне, мельком видеть центр Миссури, экономический центр, находясь в центре внимания нового автомобильного завода Calder Motors, а также оживленные сцены с собственным элеватором, сервисным прицепом и общим складом, отражая стратегическое значение железной дороги в Канзас-Сити, есть железнодорожное депо, в том числе железнодорожное депо снабжения и железнодорожно-строительное депо. За пределами города вас ждет интермодальная железная дорога. Во время вашего путешествия взгляните на знаменитый Клубничный холм. Топика. Столица штата является обязательным местом для дальнобойщиков, стремящихся ощутить вкус городской жизни. Путешествуя по центру города, игроки увидят культовое здание Капитолия, любимый символ топики. Город предлагает больше, чем просто живописную поездку. Дальнобойщики могут вложить деньги в гараж и смотреть оживленный завод по производству продуктов питания или сделать крюк к стоянке грузовиков на въезде с улицы Лоуэрн Сильвер Лейк Роуд. Любитель приключений ждет новое специализированное хранилище рядом с стоянкой грузовиков с колоссальными зерновыми элеваторами, которые придают городу индустриальный шарм. Для тех, кто хочет следовать дальше, 42-й съезд Бернг Ред с шоссе USA-75 ведет в обширную промышленную зону с множеством складов, ожидающих своего открытия. Мы надеемся, что вам не терпится познакомиться с этими 3 крупными городами, которые может предложить дополнение Канзас. Если вам не терпится, вы можете добавить Канзас DLC в свой список пожеланий Steam. Кроме того, не забывайте следить за нашим микросайтом, который содержит много интересного и эксклюзивного контента. Не забывайте проверять наши профили в социальных сетях Twitter, Instagram, Facebook, TikTok и подписываться на них, чтобы оставаться в курсе последних новостей. Ссылочка на Канзас DLC и на микросайт находится в описании данного видеоролика. Мы уже некоторое время работаем над сложным дополнением Arkansas. Несмотря на необходимую напряженную работу и нецелеустремленность, у нас не было возможности поприветствовать сейчас незабываемых героев из нашей преданной команды. Мы надеемся, вам понравится презентация дизайнеров карт Asset Surveyor, которые в настоящее время работают над дополнением Arkansas, и их короткие сообщения для лучшего сообщества когда-либо. Дэвид. Я работаю в Asset Surveyor уже 7 лет, и за это время прошел путь от тестирования до разработки карт и до руководящей должности в качестве ведущего по дополнениям к картам для American Truck Simulator. В этой роли моя ответственность заключается в руководстве проектом от начала до конца, что в первую очередь включает в себя управление остальной частью моей команды. Тесно сотрудничество с другими отделениями поддержания связи с отделом маркетинга. Среди моих ранее выпущенных проектов Вайоминг, Монтана и Оклахома.
Наша цель будет Арканзас изобразить его таким, как он есть, полный небольших живописных городков, красивой природы и интересных предприятий. Мы стремимся создать еще одно приятное дополнение, которое люди захотят добавить в свою коллекцию АТС. Джонатан. Прошло почти 3,5 года с тех пор, как я присоединился к команде. Моей первой большой задачей было создание дополнения Иллинойский парк в Вайоминге. Для новичка это было довольно сложной задачей, но в то же время захватывающей миссией. Работая над этим задачей, я поняла, что создание пейзажей в природе – самая приятная часть моей работы. В Арканзасе я работаю в небольшой курортном городке Хот Спрингс и его красивых окрестностях. Надеюсь, вам понравится. Виота. Я присоединился к ССУЦВР в 2019 году и начал работать над дополнением Колорадо, где изучал все основные работы с редактором. С тех пор я работаю над многими проектами, такими как переделка в Калифорнии, Вайоминг, немного Техаса, Монтана, Оклахома, а теперь и Арканзас, где я отвечаю за Лит-Рок и большую часть I-40, проходящий по штату. Больше всего мне понравилось разнообразные задания, которые я получаю от сельских дорог и стоянок грузовиков до крупных городов. ВОПИ. Прошло уже 5 лет с тех пор, как я присоединился к команде в 2018 году. В настоящее время я работаю старшим картографом, и за время много пребывания здесь я смог бы заполучить в свои руки такие дополнения, как Вашингтон, Колорадо, Вайоминг, Монтана и Оклахома, где я обычно фокусировался на некоторых горных районах и дорогах, а также на природе в целом. Я в восторге от Арканзаса, потому что мне нравится его ощущение, пышность и листотности. Конечно, это не ревимок, но в некотором смысле это напоминает мне работу над Вашингтоном. Помимо всего прочего, я отвечаю за северо-западный регион Арканзаса, вокруг Фейтвилла, и надеюсь, что мы сможем предоставить некоторые из его уникальных функций, чтобы игроки могли ими пользоваться. Якуб. Это был долгий день на работе или в школе. Вы устали, с вас хватит. Все, чем вы хотите заняться до конца дня, это расслабиться. Поэтому вы отправились на грузовом перевозке. Как коллега Вайемерс, я понимаю, это вам почти и всегда старается следовать этому правилу. Какой бы красивой и точной не была ваша игра, если в нем весело царит, люди будут в нее играть. Скоро исполнится 3 года с тех пор, как я начал работать в ССУЦВР дизайнером карт на DLC Монтана. Затем работал над Оклахомой, и сейчас я делаю все возможное, чтобы вам было весело заниматься грузоперевозками в Арканзасе. Мои любимые части карт для проектирования — это небольшие поселения, потому что в них есть та атмосфера американского контрай, которая мне нравится. Владимир. Этот мой 7-й год работы в ССУЦВР в качестве разработчика карт. Я начал с дороги, соединяющей Калифорнию и Неваду через долину смерти. Затем я работал в небольших городах и кварталах, в основном на побережье Калифорнии и Орегона. Редвуд, Секвойн, Юты, Вернал, Айдахо, Соломон, Вайоминг, Джексон, Монтана, Вулфлингсинди, Глендин, Оклахома, Айдель, Брокен, Боухейго. А сейчас я работаю над дорогой из Куин в Текстаркану в Арканзасе. Больше всего мне нравится работать с деталями промышленных зон и небольших городов. Адам. Я присоединился к СС в начале 2022 года в качестве младшего дизайнера карты без какого-либо предыдущего профессионального опыта, связанного с разработчиком игр. Я присоединился на более поздней стадии производства в Монтане, где создал несколько штатов и поселений. Затем я работал над некоторыми частями города в Техасе, а после этого в самом начале я в Оклахоме, так что у меня была возможность обрести творческую свободу. В эти дни я работаю над Арканзас, который, безусловно, является моим любимым проектом. Части карты, над которыми я работаю, вдохновляют меня, и я чувствую себя благословенным, работая именно над этим дополнением.
Джано. Прошло почти 3 года с тех пор, как я начал работать картографом в ССВР. Вначале я работал в городе Сакраменто, в калифорнийском переделке Ревейк. Позже я присоединился к команде Давидо и начал проектировать небольшие заброшенные поселения широко открытых равнин и потрясающие ландшафты, над которыми мне действительно нравилось работать. Некоторые из них вы можете найти в дополнение к Техасу, Монтане или Оклахоме. В настоящее время я сосредоточен над восточным регионом Арканзаса, и я действительно надеюсь, что это играть в новое дополнение будет весело и захватывающе. Зюзи. Прошло почти 4 года с тех пор, как я присоединилась к ССВР в качестве младшего картографа. Я начал с небольших дорог в Айдахо и вскоре обнаружил, что меня интересует более технический аспект картографирования. Теперь, как часть команды Арканзаса, я отвечаю за разметку дорог, таких как сложных перекрестки и стоянки грузовиков. В Арканзасе я стремлюсь создавать обзорные площадки в красивых пейзажах, созданных моими коллегами. Лукас. Я работаю в СССР уже почти 3 года, и каждый из них был просто великолепен. С тех пор я работаю над Монтана, Оклахомой, а теперь, конечно, над дополнением в Арканзас, но также над несколькими доработками Калифорнии и Техаса. Что касается Арканзаса, я работаю над несколькими поселениями и неназванным городом, в котором может быть, а может и нет, будет золото. На что мне действительно нравится в Арканзасе, так это сельская местность. Мои самые любимые места это болота, топи и заросшие лесные речки. Я всегда стараюсь передать их исполненную душу. Я только хотел, чтобы Арканзас был немного больше, тогда мы могли бы создавать еще несколько таких мест. Мы надеемся, вы оценили это краткое отступление от нашего обычного контента блога, ориентированного на карты. Команда прилагает все усилия, чтобы предоставить исключительный опыт, и мы с нетерпением ожидаем раскрытия большого количества их текущих проектов в будущем. Тем временем следите за обновлением в блоге или следите за нами в социальных сетях Twitter, Instagram, Facebook, TikTok для получения информации о предстоящем обновлении. Ссылочка на Арканзас в описании. В нашем новейшем эпизоде из серии видеороликов Assassin's Road мы собираемся ехать с дороги, присоединиться к нам, когда мы вернулись в Швецию, в демо-центр Скани, где Еорн Туресон, менеджер по маркетингу и продукции, покажет нам гравийный карьер Борас. Гравийный карьер — это ближайшие действующие карьеры, которые был показан во многих трейлерах и видеороликах Скани. Здесь проходит испытание большегрузных автомобилей, чтобы убедиться в их соответствии с стандартам работы в условиях бездорожья. Присоединяйтесь к нам, когда мы займем место в дорогу водителя, чтобы пообщаться с Джоаром по дороге к гравийному карьеру и в конечном счете совершить экскурсию по окрестностям. Готовы тронуться? Путь, смотрите новый эпизод ниже. Ссылочка на данный эпизод в правом верхнем углу экрана. Мы надеемся, вам понравится знакомство с уникальной частью совета, с нашими хорошими друзьями из Скани. Огромное спасибо им и их команде за то, что позволили нам посетить и показать вам эти уникальные эпизоды на дороге. Дайте нам знать, понравился ли вам этот эпизод в комментариях ниже. Мы с нетерпением ждем к следующему видеоролика OTRs. Но до тех пор обязательно следите за всеми последними новостями Twitter, Instagram, Facebook и TikTok. Если вы хотите увидеть мои страдания, мои слезы, мои огорчения и просто веселый, прекрасный контент неудачных фейлов, моментов, добро пожаловать на мой Бусти. Ссылочка на Бусти находится в описании данного видеоролика. Всего лишь нужно заплатить будет 50 рублей, и вы сможете посмотреть этот фейл-момент. В Канзасе от пшеничных полей до рок-групп найдется что-то для каждого. Сегодня мы рады поделиться с вами самым первым превью игрового процесса из нашего готовящегося Kansas DLC для American Truck Simulator. Присоединяйтесь к нам, когда мы будем ехать из Канзас-Сити в Хатчинсон. Пожалуйста, имейте в виду, что то, что вы видите, здесь все еще находится в стадии разработки и может не представлять конечный продукт. Ссылочка на данный видеоролик в правом верхнем углу экрана. В Канзасе есть множество отраслей промышленности и живописных дорог, которые нужно исследовать. Если вам нравится то, что вы видите, добавьте этот свой список пожеланий Steam.
Мы благодарим вас за постоянную поддержку и с нетерпением ждем ваших комментариев. Обязательно зайдите сюда в ближайшее время, чтобы узнать больше обновлений, новостей и анонсов. Ссылочка на Канзас DLC в описании данного видеоролика. Ну что, дорогие друзья, вот такая у нас на неделе получилась. Ну, тут были маленькие микроблоги, так сказать. Такого глобального, кроме того, что Канзас игрового видеоролика, ничего нету. А с вами был, как всегда, я, Михаил, с канала Пайкмейкер. Не забудьте выполнять действия, которые сейчас видите у меня на экране. Лайк, колокольчики и подписка на канал. Всем пока. Пока-пока.